Привет! В самом сердце руин разворачивается схватка между двумя великими фракциями, и Хань Ли оказывается прямо в ее эпицентре, не желая этого. Во-первых, главный приз — магическое знамя со скрытой внутри редчайшей иллюзорной техникой. Такой артефакт способен изменить расстановку сил между Небесным двором и Дворцом реинкарнации одним взмахом. Неудивительно, что каждая фракция готова убивать ради него. И Хань Ли предстоит невозможный выбор, кому отдать этот куш, не подставив себя. Во-вторых, спасение команды оборачивается болезненным разоблачением. Когда враги наносят жесткий удар, Хань Ли вынужден раскрыть свою ультимативную силу — управление временем. Союзники спасены, но командир вражеского отряда мгновенно узнает в нем убийцу. Маска слетела в самый неподходящий момент, и теперь анонимность, которую Хань Ли так тщательно берег, превратилась в пепел. И, наконец, единственный выход — немедленно заглушить свидетеля. Хань Ли окутывает врага морем золотых звезд, создавая непроницаемую звуковую завесу, и обрушивает всю свою разрушительную мощь в тайной дуэли. Победа полная, и с нее он снимает странный белый талисман с головы поверженного. Что именно скрывает эта вещь, станет ясно позже. Один мощный враг уничтожен. Расстановка сил изменилась. А теперь слушаем дальше. Глава 691. Звездный чиновник. Хань Ли обвел взглядом зал, а затем немедленно полетел к лесу 3, который сражался с Сулю. Бессмертный владыка Пылающее Пламя не был особо сильным, но его золотое зеркало могло замедлять все атаки, обеспечивая невероятную защиту, и с его помощью Бише должна была быть в состоянии какое-то время противостоять Чиронгу. Напротив, ситуация леса 3 была немного сложнее, и в этот момент все, что он мог делать, это пассивно защищаться от молниеносных атак Сулю. Увидев приближающегося Хань Ли, Сулю раскрыл рот, чтобы выпустить шар пятицветного света, который превратился в старинный пятицветный котел. Затем из вершины котла вырвался поток пятицветных молниеносных нитей, который превратился в пятицветную молниеносную сеть, опустившуюся на Хань Ли. Однако, как раз в этот момент из тела Хань Ли внезапно вырвалась вспышка золотой молнии, и он мгновенно исчез с места, из-за чего пятицветная молниеносная сеть промахнулась. В следующее мгновение за спиной Чиронга появилась вспышка золотой молнии, и Хань Ли, без какого-либо предупреждения, возник из воздуха, прежде чем взмахнуть рукавом, выпустив 9 зеленых бамбуковых мечей облачного роя, которые устремились прямо к Чиронгу. Чиронг, увидев это, был очень удивлен, и из его тела вырвалась вспышка багрового света, а также бесчисленные багровые руны, которые начали неистово кружиться над его головой. В мгновение Эка сформировался гигантский багровый щит, и 9 мечей с оглушительным грохотом обрушились на него. Багровый щит, среди вспышки багрового и лазурного света, сильно задрожал, и ему удалось временно сдержать 9 мечей. Однако, этот багровый щит был тем, что он создал в спешке, и на нем уже начали появляться трещины, указывая на то, что он не сможет долго продержаться. Чиронг тут же попытался сбежать, но как раз в этот момент перед ним внезапно появилась большая золотая сеть. Это была та самая сеть, образованная переплетенными нитями закона времени Хань Ли, и она тут же окутала его, высвободив грозные колебания силы закона времени, которые обездвижили его в воздухе. В глазах Хань Ли промелькнул холодный блеск, когда он выбросил вперед ладонь, и над головой Чиронга мгновенно появилась огромная золотая проекция ладони, прежде чем с грозной силой обрушиться вниз. Раздался глухой удар, когда тело Чиронга взорвалось, но не на плоть и кровь. Вместо этого он взорвался шарами багрового пламени, которые разлетелись во всех направлениях. Сразу же после этого раздалось древнее заклинание, и шары багрового пламени, сойдясь вдалеке, снова образовали тело Чиронга, только теперь он выглядел гораздо бледнее, чем раньше. Бессмертный владыка Пылающее Пламя и Бише, увидев этот внезапный поворот событий, были совершенно ошеломлены, и только сейчас они пришли в себя, прежде чем броситься к Хань Ли. «Не думаю, что когда-либо встречал такого золотого бессмертного, как ты. Ты первый противник, с которым мне интересно сражаться за последние 10 тысяч лет», сказал Чиронг с пылающей жаждой убийства в глазах. Хань Ли не обратил на это внимания, сложив ручную печать, и его 9 зеленых бамбуковых мечей облачного роя мгновенно превратились в 9 огромных лазурных мечей, над которыми плясали дуги золотых молний. Раздался громоподобный раскат грома, когда 9 гигантских мечей устремились прямо к Чиронгу, а сеть, образованная нитями закона времени, исчезла в духовном домене времени Хань Ли, по-видимому, снова скрывшись. Бессмертный владыка Пылающее Пламя и Бише, увидев это, обменялись взглядами, а затем тоже пришли в движение.
Первый, прочитав заклинание и взмахнув своим багровым веером, с оглушительным грохотом выпустил из веера еще одного огненного феникса, прежде чем тот спикировал на Чиронга. Бише тоже сделала ручную печать, из ее тела вырвался яркий синий свет, когда за ее спиной снова появилась гигантская синяя проекция змея. Змеиная проекция, раскрыв пасть, выпустила облако синего тумана, которое разделилось на 4 или 5 туманных синих змей, которые с другой стороны бросились на Чиронга. Объединив усилия, эти трое создали сокрушительную атаку, и, поскольку у них был духовный домен времени, их командная работа была безупречной. Даже такой совершенствующийся, как Чиронг, не осмелился лицом к лицу противостоять атакам этой троицы, и он, отступая, взмахнул рукавом, выпустив светящийся белый мешочек, который столкнулся с одним из зеленых бамбуковых мечей облачного роя Хань Ли. Мешочек, соприкоснувшись с ним, тут же взорвался, и из него вырвались десятки тысяч темно-красных насекомых размером с рисовое зерно, образовав темно-красное облако, которое издало оглушительный жужжащий звук. На телах этих крошечных насекомых горели красные искорки, что представляло собой довольно своеобразное зрелище, и, будучи пораженной атаками троицы Хань Ли, рой тут же рассыпался. Сразу же после этого насекомые начали быстро и ловко разлетаться во все стороны, и, по-видимому, ни одного из них не убили. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, увидев этих насекомых, резко изменился в лице и тут же остановился. Хань Ли и Бише, увидев это, слегка озадачились, а затем тоже остановились, но продолжали атаковать. Внезапно в руке Чиронга появилась темно-красная флейта, но, вместо того, чтобы дуть в нее, он несколько раз взмахнул ею, а затем в определенной последовательности прижал пальцы к ее отверстиям. Раздалась мелодичная флейтовая музыка, и разбросанные насекомые тут же разлетелись еще дальше во всех направлениях, словно получили какое-то указание, уклоняясь от атак троицы Хань Ли, прежде чем полететь к ним. Хань Ли, увидев это, слегка нахмурился, и над его телом замелькал лазурный свет, а Бише тоже подняла руки, готовясь к атаке. Осторожно, товарищи даосы. Это огненные светлячки века, которые могут сжигать жизненный срок. Смотрите, не подпускайте их к себе, и оставьте их мне. Внезапно заявил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Говоря это, он призвал темно-красную цитру, а затем быстро провел по ее струнам пальцами, создав потрясающую музыку, которая напоминала рев дракона и раскаты грома. Как только огненные светлячки века услышали эту музыку, они тут же застыли на месте и начали кружиться, словно пьяные. Это мелодия рева морского дракона. Откуда ты знаешь, как ее играть? С ошеломленным выражением лица спросил Чиронг, повернувшись к бессмертному владыке Пылающее Пламя. Как только он остановился, его тут же настигли атаки троицы Хань Ли, но он, сохраняя спокойствие и хладнокровие, сделал хватательное движение, чтобы призвать большой багровый колокол, который начал быстро звонить. Внезапно все вокруг колокола стало невероятно медленным, а атаки троицы Хань Ли все еще летели вперед, но они тоже значительно замедлились. Затем Чиронг начал читать заклинание, и над его телом появился багровый свет, после чего он исчез в своем огненном духовном домене. Как только он исчез, атаки троицы Хань Ли, наконец, ударили по багровому колоколу, который, соприкоснувшись с ними, разрушился, вернув окружающее течение времени в нормальное русло. Сразу же после этого Чиронг снова появился в другом месте, прежде чем тут же устремить свой взгляд на бессмертного владыку Пылающее Пламя, который тоже с озадаченным выражением лица посмотрел на него. Немного понаблюдав за бессмертным владыкой Пылающее Пламя, на его лице появилось удивленное и радостное выражение, когда он воскликнул: «Ты старший боевой брат Ходжодзе». Хань Ли, услышав это, слегка опешил, и он с Бише пока воздержались от нападения на Чиронга. Как раз в этот момент издалека раздался встревоженный голос. «Эй, если вы не собираетесь сражаться, то, может быть, поможете мне?» Хань Ли повернулся в том направлении и увидел, что Лис-3 оказался в довольно плачевной ситуации, будучи практически загнанным в угол Сулю. Он тут же сделал ручную печать, и над Сулю появилась большая золотая сеть, которая начала опускаться на него. Еще до того, как сеть полностью опустилась, она уже начала излучать всплески грозной силы закона времени. Несмотря на то, что Сулю все это время сражался с Лисом-3, он постоянно следил за другой битвой, поэтому уже знал, насколько мощной была эта золотая сеть. В ответ он быстро сложил ручную печать, и пятицветный котел рядом с ним в мгновение взлетел в воздух, после чего из него вырвался поток пятицветных молниеносных нитей, которые образовали молниеносную сеть. Две сети столкнулись, и молниеносная сеть и пятицветный котел тут же замерли, но золотая сеть тоже на мгновение была остановлена. Воспользовавшись этим шансом, Сулю, дугой пятицветной молнии, выстрелил в сторону, в мгновение оказавшись в нескольких сотнях метров отсюда. Лис-3 поспешно отступил, чтобы увеличить расстояние между ними, а Чиронг сказал: «Подождите немного, товарищ Дао Сулю, я хочу кое-что у них спросить». Сулю взглянул на золотую сеть, и в его глазах мелькнул проблеск настороженности, когда он согласился на просьбу Чиронга.
Мой учитель когда-то говорил мне, что у меня есть старший боевой брат. Тот факт, что ты можешь приручить огненных светлячков века моего учителя, означает, что ты, должно быть, старший боевой брат Ходжодзе», — сказал Чиронг, пристально глядя на бессмертного владыку Пылающее Пламя. «Кто этот ваш учитель?» — скептически спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя. «Моего учителя зовут Цимодзе», — с благоговением ответил Чиронг. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, услышав это, тут же содрогнулся и дрожащим голосом спросил: «Учитель все еще жив?» Вспомнив все, что он видел в руинах, Хань Ли уже догадался, что Цимодзе, скорее всего, все еще жив, и он с особым выражением лица посмотрел на бессмертного владыку Пылающее Пламя. «Что ты имеешь в виду, старший брат?» «С непостижимой силой нашего учителя, что могло стать причиной его гибели?» Слегка нахмурившись, спросил Чиронг. Это невероятные новости. Пробормотал бессмертный владыка Пылающее Пламя себе под нос, и на его глазах навернулись слезы. Тем временем Сулю, задумавшись, смотрел со слегка нахмуренными бровями. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, подавив радость, сказал: «Нашему учителю, должно быть, очень повезло, что он смог пережить падение нашей секты. Могу я узнать, где он сейчас?» Услышав это, на лице Чиронга появилось странное выражение, и лишь после долгого молчания он ответил: «Наш учитель сейчас служит звездным чиновником в Небесном дворе». Глава 692. Обстоятельства гибели секты. Услышав это, бессмертный владыка Пылающее Пламя мгновенно застыл на месте, после чего на его лице появилось недоверчивое выражение. Почему мастер служит в Небесном дворе? Хань Ли уже ожидал этого, и он задумчиво посмотрел на бессмертного владыку Пылающее Пламя и Чиронга. Сулю, похоже, тоже знал, что произошло все эти годы назад, и он с почти удивленным выражением лица наблюдал за двумя учениками. Обстоятельства тех времен довольно сложны, поэтому тебе лучше спросить об этом у мастера, когда увидишь его. А сейчас давай объединим усилия, чтобы сначала разобраться с этими негодяями из Дворца Реинкарнации, со слегка нахмуренными бровями сказал Чиронг. Лис Три и Бише, услышав это, с противоречивыми выражениями лиц, переглянулись. Бессмертный владыка Пылающее Пламя казался довольно незначительным, но, учитывая сложившиеся обстоятельства, даже незначительное изменение баланса сил серьезно повлияет на ход битвы. Вдобавок ко всему, без бессмертного владыки Пылающее Пламя, который приручил огненных светлячков века, справиться с ними будет непросто. Услышав это, на лице бессмертного владыки Пылающее Пламя появилось нерешительное выражение. «Тебе все еще не все ясно, товарищ Даос Пылающее Пламя». Цимодзе смог пережить гибель секты истинной мантры только потому, что он заранее предал секту и перешел на сторону Небесного двора. Заявил Хань Ли. Услышав это, лицо Чиронга тут же значительно помрачнело, и он, повернувшись к Хань Ли с разъяренным выражением лица, стиснув зубы, прошипел: «Кто ты такой, чтобы называть моего учителя по имени?» «Почему мастер так поступил?» — спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя. «Почему ты говоришь так, как будто наш мастер сделал что-то плохое?» На пике своего могущества секта истинной мантры была единственной доминирующей силой во всем регионе бессмертных Черной Земли, но она все равно не шла ни в какое сравнение с Небесным двором. Жаль только, что, помимо нашего мастера, все в секте отрицали этот факт, лелея иллюзии, что секта сможет мирно сосуществовать с Небесным двором, усмехнулся Чиронг. Это невозможно, наш патриарх всегда был таким добрым и милосердным. Несмотря на то, что наша секта становилась все могущественнее, у нас никогда не было никаких конфликтов с Небесным двором, и мы даже активно сдерживали свое расширение. В противном случае, учитывая силу и репутацию нашего патриарха, мы могли бы легко захватить несколько соседних регионов бессмертных. Вдобавок ко всему, мы поддержали план Небесного двора по созданию Дворца Бессмертных 4 союзников, чтобы управлять 4 союзными регионами бессмертных, но именно Небесный двор нарушил свое слово и напал на нас, недоверчиво сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя. Не думал, что ты такой наивный, старший брат. Неудивительно, что мастер придумал предлог, чтобы заранее отправить тебя из секты. Еще тогда Небесный двор предложил секте истинной мантры назначить одного из своих учеников мастером Дворца Бессмертных 4 союзников, чтобы заключить дружеский союз с сектой истинной мантры. Внешне это казалось жестом умиротворения, но на самом деле это была не более чем уловка, чтобы успокоить нас, усмехнулся Чиронг. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, услышав это, все еще был несколько озадачен, но Хань Ли уже мог прочитать между строк, и он сказал: «То есть, все это было уловкой, чтобы разделить и покорить секту истинной мантры?»
Даже без этого Дворца Бессмертных Четырех Союзников, все 4 региона Бессмертных и так находились в сфере влияния секты Истинной Мантры, поэтому Небесный Двор, по сути, просто отдавал секте Истинной Мантры контроль над той областью, над которой она и так уже имела контроль. Как только Дворец Бессмертных будет создан, он начнет постепенно все больше и больше отдаляться от секты Истинной Мантры, превратившись для нее в занозу. Тот факт, что секта Истинной Мантры вообще согласилась на это предложение, уже был огромной уступкой, так почему же Небесный Двор все равно решил уничтожить секту? Чиронг взглянул на Ханли, а затем многозначительным голосом сказал: «Если бы секта Истинной Мантры приняла предложение Небесного Двора сделать мастера первым мастером Дворца Бессмертных Четырех Союзников, вместо того, чтобы настаивать на назначении Муяня, то, возможно, в конечном итоге секта все равно бы пришла в упадок, но она, безусловно, не была бы так жестоко уничтожена». В этот момент бессмертный владыка Пылающее Пламя тоже все понял, и он спросил: «Ты хочешь сказать, что мастер уже перешел на сторону Небесного Двора еще до того, как Небесный Двор отправил тех посланников в нашу секту, чтобы обсудить этот вопрос?» «Именно так. На самом деле, именно наш мастер предложил Небесному Двору создать Дворец Бессмертных Четырех Союзников. Если бы все пошло по плану, то битва между сектой и Небесным Двором была бы неизбежна. Наш мастер пытался найти способ, чтобы наша секта выжила», — кивнув, ответил Чиронг. «Не надо делать из него героя. Он пытался найти способ, чтобы секта выжила. Все, что он сделал, это пожертвовал интересами секты ради собственной выгоды. Если бы он хотел перейти на сторону Небесного Двора, то ему пришлось бы доказать свою полезность, и как лучше это сделать, чем преподнести им на блюдечке головы Патриарха Мира и 4 его учеников?» Усмехнулся Ханли. К этому моменту Чиронг уже не стал пытаться как-то оправдать Цимодзи и просто ответил: «Патриарх Мира был самой большой угрозой для предка до времени, поэтому он, в конечном итоге, был бы уничтожен, независимо от того, решил ли мастер пойти по этому пути или нет». То есть, предложение создать Дворец Бессмертных Четырех Союзников и назначить одного из учеников Патриарха Мира его первым мастером Дворца было всего лишь уловкой. Небесный Двор просто использовал это как предлог, чтобы послать в секту Истинной Мантры тех посланников, чтобы те разведали обстановку перед атакой на секту, с насмешкой сказал Ханли. Услышав это, лицо Чиронга еще больше помрачнело, и он посмотрел на Ханли, с трудом сдерживая свою ярость. В то же время он не мог не задаться вопросом, как Ханли смог так точно проанализировать эту ситуацию. Бессмертный владыка Пылающее Пламя потратил немного времени, чтобы взять себя в руки, а затем сказал: «У меня еще один вопрос. Кто был тем таинственным человеком, который внезапно пришел в секту Истинной Мантры, пока там были посланники Небесного Двора?» «Это был хозяин Дворца Реинкарнации», — ответил Лис-3, прежде чем Чиронг успел что-либо сказать. Ханли, услышав это, с удивленным выражением лица повернулся к Лису-3. «Наш хозяин Дворца пришел, чтобы предупредить Патриарха Мира о намерениях Небесного Двора. К сожалению, у Патриарха Мира были глубоко укоренившиеся предубеждения против Серого Царства, и, из-за связи нашего Дворца Реинкарнации с Серым Царством, он считал нашего хозяина Дворца ненадежным. Следовательно, он не захотел объединяться с нашим Дворцом Реинкарнации. В противном случае он бы, безусловно, не погиб при таких трагических обстоятельствах», — вздохнул Лис-3. Это было явным свидетельством того, насколько настороженно культиваторы Царства Истинных Бессмертных относились к существам из Серого Царства. То есть, вы уже знали правду о гибели нашей секты Истинной Мантры еще до того, как пришли сюда. В таком случае, зачем вы меня обманули? С нахмуренными бровями спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Лис-3 на мгновение замялся, а затем откровенно ответил: «Во-первых, я не знал, действительно ли ты не знаешь о том, что привело к гибели секты, а во-вторых, мне действительно нужно было, чтобы ты привел меня в эти руины. Зачем ты все еще тратишь на него время, старший брат? Ты что, не хочешь вернуться со мной в регион Бессмертных Золотого Источника, чтобы увидеть нашего мастера?» С презрительным выражением лица спросил Чиронг. «Я пришел сюда, чтобы узнать правду о гибели нашей секты, и я обязательно получу ответы, ради которых пришел сюда. Я хочу знать, какую роль тогда сыграл наш мастер», — сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя, повернувшись к Чиронгу. «Разве это еще не очевидно? Он был предателем. Твои старшие боевые дяди, Муянь и Хэцзе, оба погибли от его рук», — бесстрастным тоном заявил Лис-3. Ханли, услышав это, слегка дрогнул, и он тут же понял, почему Хэцзе, еще во Дворце Водного Предсказания, велел ему бить Цимодзи, и почему Муянь, умирая, был полон такого негодования и ярости. Что произошло после того визита хозяина Дворца Реинкарнации? Спросил бессмертный владыка Пылающее Пламя, повернувшись к Лису-3. Лис-3 потратил немного времени, чтобы собраться с мыслями, а затем ответил:
Патриарх мира не согласился объединиться с нашим дворцом реинкарнации, но в его сердце было посеяно зерно сомнения, поэтому он отправился в царство дьявола, чтобы занять у дьявольского монарха пространственное бессмертное сокровище, в качестве залога оставив бессмертное сокровище с атрибутом времени. Он использовал это бессмертное сокровище, чтобы тайно усилить защитную формацию секты истинной мантры, и, если бы ему удалось завершить этот процесс, то, даже если бы Небесный двор напал, секта смогла бы оказать сопротивление. К сожалению. Бессмертный владыка Пылающее Пламя уже догадывался, что собирается сказать Лис-3, но все равно не смог сдержаться, и спросил. К сожалению, что? К сожалению, Цимодзе доложил Небесному двору о встрече Патриарха мира с нашим хозяином дворца, поэтому Небесный двор напал на секту истинной мантры, обвинив ее в сговоре с Дворцом реинкарнации и Серым царством. Новая защитная формация секты истинной мантры все еще не была завершена, а Патриарх мира был ослаблен ее установкой, поэтому секта была уничтожена, вздохнул Лис-3. Никто не мог ожидать, что во время битвы появится предок Дао времени, чтобы убить Патриарха мира. Оба они обладали непостижимой силой, и их битва вселила страх и панику во весь регион бессмертных Черной Земли. Если бы Патриарх мира намеренно не сдерживал битву в пределах секты истинной мантры, то было бы разрушено гораздо больше, чем эта одна секта, продолжил Лис-3. Ты упомянул только 3 из 5 учеников Патриарха мира. Что случилось с 2 другими? Внезапно спросил Хань Ли. После битвы Цзинь Юаньцзы надолго пропал. Говорят, что он позже вернулся с гораздо более высокой базой совершенствования, чем на момент разрушения секты, и бросил вызов предку Дао времени, но тоже был убит. Что касается Уяньцзы, то он присоединился к нашему дворцу реинкарнации и сейчас является заместителем хозяина дворца, ответил Лис-3. Старший боевой брат У все еще жив? В этот момент бессмертный владыка Пылающее Пламя не знал, радоваться ему или бояться этой новости. Еще когда наш хозяин дворца посещал Патриарха мира, заместитель хозяина дворца У тоже был там, и он был единственным, кто был готов прислушаться к предупреждению нашего хозяина дворца. К сожалению, он не мог идти против воли своего учителя и не мог в одиночку присоединиться к нашему дворцу реинкарнации. Однако, после этого события, он тайно связался с нашим хозяином дворца, умоляя его спасти Патриарха мира, если тому будет угрожать опасность, но из-за предательства Цимодзе все произошло слишком быстро, и наш хозяин дворца смог спасти только его, сказал Лис-3. Бессмертный владыка Пылающее Пламя замолчал, а Хань Ли обдумывал то, что только что услышал. Глава 693. Внезапное вторжение. Вы двое уже закончили. Так что же ты решил, Ходжодзе? Продолжишь противостоять нам или станешь нашим союзником? Спросил Сулю. На лице Чиронга появилось серьезное выражение, когда он сказал. Нет смысла зацикливаться на том, что было раньше. Наш мастер много лет назад отправил тебя из секты, потому что ты был ему дорог, и сейчас самое время вернуться со мной, чтобы увидеть его. Пока он говорил, все огненные светлячки века начали беспрестанно мерцать, и бессмертный владыка Пылающее Пламя, взглянув на Чиронга, затем с растерянным выражением лица посмотрел на Хань Ли и Лиса-3. В глазах Бише, увидевшей это, промелькнул проблеск настороженности, и она немного отдалилась от него. На лице Сулю появилась легкая улыбка, и он начал готовиться к битве, а Хань Ли тоже крепче сжал свой меч. Внезапно снаружи дворца раздался шум, и Хань Ли почувствовал всплеск мощных пространственных колебаний. Он, слегка нахмурившись, повернулся к входу во дворец как раз вовремя, чтобы увидеть, как внутрь, пошатываясь, входит фиолетовая фигура, держащая на руках женщину. Этими двумя были никто иные, как Ши Чуанькун и Фэн Линь, и, увидев их, на лице Лиса-3 тут же появилось радостное выражение, когда он окликнул. «Брат Ши». Хань Ли чувствовал, что аура Ши Чуанькуна в беспорядке, указывая на то, что он только что пережил изнурительную битву. Сулю тоже посмотрел на Ши Чуанькуна, и его брови слегка нахмурились. К этому моменту Фэн Линь уже пришла в себя, и Ши Чуанькун, немного придя в себя, опустил ее на землю. Фэн Линь все еще была бледная, как мел, и она сказала Ши Чуанькуну. «Благодарю вас, молодой господин». Ши Чуанькун, кивнув, осмотрел всех, кто находился во дворце. Затем он слегка опешил, увидев 3 сокровища во дворце, но лишь мельком взглянул на них, прежде чем отвести взгляд. Немного отдышавшись, Ши Чуанькун, взглянув наружу, заявил. «Они приближаются». Хань Ли тут же понял, о ком говорит Ши Чуанькун, и его выражение лица слегка изменилось, а на лице бессмертного владыки Пылающее Пламя тоже появилось мрачное выражение. «Ты о серых бессмертных?» — спросил Сулю. Ши Чуанькун, молча кивнув, подтвердил. «Может быть, эти двое все-таки говорили правду. Эти мерзкие негодяи действительно проникли в наше царство. Если это так, то нам нужно немедленно сообщить об этом».
С нахмуренными бровями сказал Чиронг. «Сколько их?» — спросил Сулю. Ши Чуанькун на мгновение замялся, но в конце концов честно ответил. «Я столкнулся с 4 серыми бессмертными, все они примерно на стадии высшего зенита. Вдобавок ко всему, их также сопровождает какое-то количество других существ из Серого Царства. Разве ваш дворец реинкарнации не всегда был в хороших отношениях с Серым Царством? Если вы спросите меня, то это вы их сюда привели, не так ли?» Внезапно, повернувшись к Хань Ли и Лису 3, обвинил Чиронг. Услышав это, на лице Лиса 3 появилось странное выражение, и он не стал отрицать эти обвинения. Бише, нахмурившись, тоже промолчала. Что касается Хань Ли, то он понятия не имел, откуда взялись эти серые бессмертные, поэтому, естественно, не мог ничего сказать. То, что эти трое промолчали, было воспринято как признание вины, и выражение лиц всех, кто находился во дворце, слегка изменилось. Старший боевой брат Ходжодзе, независимо от того, что произошло все эти годы назад, секта истинной мантры всегда выступала против вторжения Серого Царства. «Ты что, собираешься вступить в сговор с этими предателями? Это внешние враги, которых нужно уничтожить», — крикнул Чиронг, повернувшись к бессмертному владыке Пылающее Пламя. Бессмертный владыка Пылающее Пламя с противоречивым выражением лица посмотрел на Хань Ли. «Независимо от того, верите вы нам или нет, мы, действительно, понятия не имеем, почему эти существа из Серого Царства здесь и как им удалось сюда попасть», — вздохнул Лис 3. Чиронг явно не поверил и усмехнулся. «Можете оставить свою ложь при себе». Сразу же после этого он выбросил вперед ладонь, и из его руки вырвалось огромное багровое огненное колесо. Колесо беспрестанно вращалось, вся его поверхность была окутана багровым пламенем, а огненные светлячки века перед ним тоже начали громко жужжать, словно вот-вот наброситься на Лиса 3. Как раз в этот момент Хань Ли внезапно что-то почувствовал и крикнул. «Они идут!» Услышав это, все тут же повернулись к входу во дворец, но там никого не было. Из-за странных ограничений в этом пространстве они не могли далеко распространить свое духовное чувство, и, подождав немного, они не заметили никаких изменений. Чиронг, увидев это, тут же пришел в ярость и проревел. «Не пытайся меня обмануть!» Говоря это, он взмахнул рукавом, и огненно-багровое колесо тут же устремилось прямо к Хань Ли. «Идиот!» С досадой вздохнул Хань Ли, когда над его телом появился золотистый свет, и он, с помощью своей способности реверсивной священной оси, с легкостью уклонился от атаки. Сразу же после этого вдалеке раздался грохот, очень похожий на звук приближающейся песчаной бури, и в огромном облаке серого тумана к входу во дворец быстро приблизились несколько полупрозрачных фигур. Чиронг остановился, устремив свой взгляд на вход во дворец, а Сулю с удивленным выражением лица повернулся к Хань Ли, по-видимому, пораженный тем, насколько мощным было духовное чувство Хань Ли. 4 полупрозрачных фигуры вышли из серого тумана, прежде чем войти во дворец, и это были никто иные, как те, кто преследовали Ши Чуанькуна и Фэн Линь. Во главе этих 4 был тот скелет, и он, не обращая внимания на Хань Ли и остальных, тут же устремил свой взгляд на 3 сокровища во дворце. В частности, ярко-белое пламя в его глазницах слегка задрожало, когда он увидел серебряную лютню внутри формации, и он поспешно возбужденно крикнул. «Это лютня Вераты. Как только мы ее заполучим, наша формация, способная прорвать границы царства, будет практически завершена, и мы сможем открыть стабильный проход, через который наша армия сможет вторгнуться в этот регион бессмертных. Немедленно захватите лютню». 3 других серых бессмертных поспешно послушались его приказа, бросившись к 3 сокровищам формации. «Вам ничего не достанется», — проревел Сулю, но, вместо того, чтобы попытаться остановить серых бессмертных, он сам повернулся, чтобы броситься к 3 сокровищам. Все остальные тут же последовали его примеру, и никто не попытался остановить серых бессмертных, боясь, что, пока они будут сражаться с серыми бессмертными, 3 сокровища заберут другие. Напротив, Хань Ли решил остаться на месте, тайком высвободив свой духовный домен времени, но он максимально сдержал его, так что он охватил лишь крошечную область вокруг его собственного тела. Серые бессмертные, увидев это, пришли в ярость, и седовласый молодой человек поднял свое фиолетовое копье, из кончика которого тут же вырвался толстый серый торнадо, прежде чем устремиться прямо к Сулю. В то же время молодая женщина взмахнула своим кнутом, и раздался громкий щелчок, когда появилось бесчисленное множество серых проекций кнута, которые образовали в воздухе гигантскую серую сеть, окутавшую Ши Чуанькуна и остальных. Что касается отталкивающего пожилого мужчины в серой мантии, то он раскинул руки, явив пару невероятно тонких серых мясистых крыльев, и с невероятной скоростью выстрелил в воздух, в мгновение ока пролетев мимо Лиса 3 и остальных, прежде чем быстро настигнуть Сулю. В ответ Сулю, распрямив ладонь, заставил в ее центре появиться чернильно-черную руну, которая выпустила вспышку сияющей молнии.
Раздался громкий раскат грома, когда из его пальцев вырвалось огромное пространство пятицветной молнии, которое затем распространилось, образовав экран из пятицветной молнии, который мгновенно уничтожил приближающийся серый торнадо. В то же время Сулю, окутанный пятицветной молнией, значительно ускорился, увеличив расстояние между собой и остальными. Недалеко позади него раздался оглушительный грохот, и Чиронг, прорвавшись сквозь серую сеть с чем-то, похожим на миниатюрное багровое солнце, парящим перед ним, уничтожил все препятствия на своем пути. Серый скелет, увидев это, высоко поднял свой белый костяной посох, а затем начал читать заклинание, и из посоха тут же вырвались вспышки серого пламени, прежде чем устремиться ко всем присутствующим культиваторам из царства истинных бессмертных, включая даже Хань Ли, который не участвовал в борьбе за 3 сокровища. Вместо того, чтобы уклоняться, Хань Ли взмахнул своими зелеными бамбуковыми мечами облачного роя, и дуги божественной дьявольской молнии сошлись на кончике меча, прежде чем вырваться наружу, чтобы столкнуться с серым пламенем. Раздался глухой удар, и не было никакой вспышки ни пламени, ни молнии. Вместо этого, как только 2 атаки столкнулись, они тут же начали уничтожать друг друга. Лис-3 и остальные тоже с помощью различных средств отбивали это серое пламя, и в результате они неизбежно замедлились. Сулю был тем, на кого было нацелено большинство атак, и пятицветная молния вокруг него быстро начала разрушаться. В результате он был вынужден замедлиться, и пожилой мужчина в серой мантии обогнал его, возглавив атаку на 3 сокровища. Как раз в тот момент, когда он собирался ворваться в формацию, чтобы забрать лютню Вераты, Ши Чуанькун внезапно, без какого-либо предупреждения, исчез с места. Почти в тот же момент в пространстве рядом с формацией появился темный разлом, и из разлома, с мертвенно-бледным лицом и кровью, стекающей из уголков глаз, вышел Ши Чуанькун, который протянул руку, чтобы схватить серебряную лютню. Глава 694. Застывшие. Хань Ли, увидев это, слегка нахмурился, и в его сердце возникло дурное предчувствие. В тот момент, когда кончик пальца Ши Чуанькуна коснулся серебряной лютни, ее струны внезапно слегка задрожали, словно по ним провела невидимая рука. Раздался мелодичный звук, когда из лютни вылетела вспышка серебряного света, прежде чем распространиться во всех направлениях. Ши Чуанькун был ближе всех к лютне, поэтому он первым попал под действие серебряного света, и его глаза широко раскрылись от удивления, когда его отбросило назад, после чего он застыл в воздухе. Прежде чем кто-либо успел что-либо сделать, вспышка серебряного света пронеслась по всему дворцу, и все, подобно Ши Чуанькуну, невольно поднялись в воздух. Независимо от того, как они сопротивлялись, они могли лишь беспомощно барахтаться, не в силах ни продвинуться вперед, ни спуститься на землю. Сразу же после этого золотая пластина в центре формации, по-видимому, тоже была активирована этой вспышкой силы, и она начала быстро вращаться, когда из ее центра вырвалась вспышка золотого света, который затем, подобно волне серебряного света, тоже распространился по окружающему пространству. Все могли лишь беспомощно наблюдать, как их накрывает волна золотого света, после чего все они были обездвижены в воздухе. В тот момент казалось, будто время полностью остановилось. Даже огромное облако серого тумана за пределами дворца полностью застыло, превратившись в грязную серую стену. На лицах у всех были ошеломленные выражения, как будто даже их сознание было заморожено, и только глаза Хань Ли слегка дрожали, но он не мог их пошевелить. Даже при этом он все еще был в гораздо лучшем состоянии, чем все остальные. По крайней мере, его сознание не было заморожено, поэтому он все еще мог думать, хотя и очень медленно. Это было не потому, что Хань Ли был каким-то особенным. Вместо этого это было связано с тем, что его сжатый духовный домен времени служил барьером вокруг его тела, помогая ему противостоять пагубному воздействию волн серебряного и золотого света. Во всем дворце воцарилась странная тишина, и все совершенно неподвижно парили в воздухе. Как раз в этот момент пространство внутри дворца внезапно начало сильно дрожать, и за спиной пожилого мужчины в серой мантии внезапно появился черный пространственный разлом длиной в несколько десятков метров, из которого вырвались всплески грозных пространственных колебаний. В то же время рядом с шеей Фэн Линь внезапно появился еще один черный разлом длиной около метра, который затем расширился, чтобы разрезать ей ухо. Однако оба они оставались совершенно неподвижными, и казалось, что они не замечают, что происходит вокруг. Хань Ли знал, что, скорее всего, пространственное равновесие во всех этих руинах уже было нарушено, и что это пространство вот-вот полностью рухнет. С этой мыслью он начал изо всех сил направлять свою священную ось мантры, но под действием двойных ограничений времени и пространства, и его сознание, и его бессмертная духовная сила двигались очень медленно. В результате его священная ось мантры тоже никак не реагировала. Как раз в этот момент изнутри дворца раздался глухой грохот, и 2 пространственных разлома, задрожав в унисон, начали расширяться гораздо быстрее, чем раньше. Сразу же после этого черный разлом за ухом Фэн Линь внезапно увеличился в размерах в несколько раз, образовав плоскую черную дыру, которая в мгновение ока обезглавила ее.
Ее голова парила над черной дырой, а ее тело оставалось под ней, и казалось, будто их разделяет черная стена света. Не было ни звука, ни крови, текущей из ее тела, что представляло собой очень странное зрелище. С другой стороны, черный разлом за спиной пожилого мужчины в серой мантии тоже расширился примерно вдвое, и он, словно копье, пробил ему грудь, разорвав и сердце, и ребра, но из раны тоже не текла кровь. Кончик черного пространственного разлома уже достиг спины Ши Чуанькуна, и, если бы он расширился еще немного, то пронзил бы и его. Увидев это, Хань Ли почувствовал легкое беспокойство, но все, что он мог сделать, это изо всех сил направлять свою бессмертную духовную силу и свою священную ось мантры, пытаясь восстановить способность двигаться. В данный момент его тело все еще было полностью обездвижено, но он уже мог двигать глазами влево и вправо, а скорость, с которой восстанавливалось его сознание, также значительно увеличилась. Однако, как раз в этот момент снова раздался тот самый ужасающий грохот, но на этот раз два существующих пространственных разлома оставались очень стабильными и пока не представляли для него никакой угрозы. Однако, посмотрев вниз, он с ужасом обнаружил, что под ним появился черный разлом шириной около 3 метров и длиной более 9 метров. Он был похож на зияющую черную пасть, готовую его поглотить, и Хань Ли продолжал изо всех сил направлять свою священную ось мантры, но прогресс был мучительно медленным. В прошлом он мог с помощью своей священной оси мантры силой освободиться от некоторых ограничений, но на этот раз все было очень плохо. Он начал сильно волноваться, не зная, что делать, поскольку он никогда не был в подобной ситуации, когда его воля и его тело были полностью не синхронизированы. Как раз в этот момент Хань Ли осенила мысль, и он начал направлять свою технику духовного очищения, но, опять же, он мог делать это очень медленно. Как только он это сделал, тот же глухой грохот раздался в 3-й раз, и рядом с бессмертным владыкой Пылающее Пламя тоже появился пространственный разлом. Хань Ли изо всех сил направил свое духовное чувство, и в его глазах внезапно мелькнул легкий блеск, когда его техника духовного очищения, наконец, начала работать. С помощью своей техники духовного очищения он вернул свое сознание в нормальное состояние, и скорость, с которой он мог направлять писание оси мантры, значительно увеличилась. Наконец, он смог почувствовать священную ось мантры в своем теле. Внезапно пространственный разлом под ним дернулся, одновременно расширившись на метр вверх, затянув в себя край его мантии. Увидев это, сердце Хань Ли дрогнуло, и за его спиной, наконец, появился золотистый свет, после чего возникла его священная ось мантры. Как только ось появилась, она тут же начала излучать бесчисленное множество лучей золотого света, которые, работая в тандеме с его духовным доменом времени, смогли создать небольшую область золотого света, чтобы противостоять ограничивающим силам закона в этом пространстве. В результате Хань Ли, наконец, смог немного восстановить способность двигаться, и он смог слегка поднять пальцы той руки, в которой держал меч. Однако, этого все еще было недостаточно, чтобы вырваться из этой ситуации. Как раз в этот момент, по его велению, 2 из нитей закона времени, обернутых вокруг его священной оси мантры, загорелись. Изначально они очень слабо светились, но свет быстро начал усиливаться, пока не стал похож на тлеющее золотое пламя. Аналогия с пламенем была здесь довольно уместна, поскольку Хань Ли действительно сжигал свои нити закона времени, чтобы высвободить силы закона времени, заключенные в них. Когда 2 нити закона времени загорелись, руны Дао времени на священной оси мантры начали загораться одна за другой, светясь гораздо ярче, чем когда-либо, и выпуская во все стороны всплески невероятно грозных колебаний силы закона времени. Хань Ли попытался пошевелиться, но обнаружил, что все вокруг все еще невероятно тяжелое, и даже малейшее движение казалось совершенно невозможным. Он посмотрел вниз на пространственный разлом, который уже был у его ног, и, стиснув зубы, по своему велению заставил загореться 3-ю нить закона времени вокруг своей священной оси мантры. С высвобождением силы закона времени, которую она содержала, золотой свет, исходящий от священной оси мантры, стал еще ярче, и он, словно золотая пила, начал разрывать окружающее пространство. На лице Хань Ли, увидев это, появилось радостное выражение, и он с большим трудом начал двигаться в сторону. Невидимые барьеры, образованные силами закона времени и пространства во дворце, перед лицом священной оси мантры, начали разрушаться, и Хань Ли начал с трудом двигаться, словно шел по болоту. Наконец, сбежав от пространственного разлома внизу, Хань Ли, немедля, тут же начал двигаться к 3 сокровищам в центре дворца. В этот момент грохот в окружающем пространстве стал еще чаще, и Хань Ли, с беспокойством, плотно нахмурился, но в его глазах был решительный блеск. Он решил продолжить путь вглубь дворца, а не сразу же бежать, поскольку 3 бессмертных сокровища были очень привлекательны, и, вдобавок ко всему, у него просто не было выбора. Он понятия не имел, насколько большую область охватывали эти ограничивающие силы закона времени и пространства, поэтому слепо бежать из дворца было бы равносильно самоубийству. Следовательно, гораздо лучше было попытаться заполучить 3 бессмертных сокровища, а затем попытаться отключить ограничения. Даже если бы эти руины вот-вот рухнули, он, по крайней мере, мог бы попытаться сбежать через пространственный разлом.
Добравшись до бессмертного владыки Пылающее Пламя, Хань Ли на мгновение замялся, а затем решил потратить немного времени, чтобы схватить бессмертного владыку Пылающее Пламя за плечи, прежде чем оттащить его на метр в сторону, чтобы убрать с пути черного разлома, который угрожал его жизни. Благодаря воздействию священной оси мантры, сознание бессмертного владыки Пылающее Пламя в тот короткий момент, когда он был рядом с Хань Ли, временно восстановилось, но он все еще не мог ни двигаться, ни говорить. Когда Хань Ли продолжил свой путь, его сознание снова застыло. После того, что показалось вечностью, Хань Ли, наконец, добрался до 3 бессмертных сокровищ. Глава 695. Спасение Ши Чуанькуна. В отличие от того момента, когда Ши Чуанькун пытался заполучить 3 бессмертных сокровища, они больше не ощущались, как будто окутаны невидимыми колебаниями энергии. Вместо этого между ними осталась лишь невероятно слабая и немного своеобразная аура. На лице Хань Ли появилось серьезное выражение, когда он протянул руку к золотой пластине, которая была к нему ближе всех из 3 бессмертных сокровищ. На этот раз ничего необычного не произошло, и он смог с легкостью схватить золотую пластину. Промелькнула вспышка золотого света, и золотая пластина исчезла, будучи убранной в пространственный браслет Хань Ли. Как только золотая пластина исчезла, течение времени во дворце тут же возобновилось. Медленно расширяющиеся пространственные разломы внезапно увеличились в несколько раз, и раздались 2 глухих удара, когда из шеи Фэн Линь вырвался большой фонтан крови, прежде чем пролиться дождем, а из тела пожилого мужчины в серой мантии начали вырываться клубы серого тумана. Они вдвоем даже не успели среагировать, как были поглощены расширяющимися пространственными разломами, и все остальные, испугавшись, поспешно отлетели от пространственных разломов. Бессмертный владыка Пылающее Пламя быстро отскочил от ближайшего к нему пространственного разлома, и в его сердце возникло чувство затянувшегося страха, когда он вспомнил о том коротком моменте из прошлого. Если бы Хань Ли не остановился, чтобы помочь ему, идя к 3 бессмертным сокровищам, то он, скорее всего, уже разделил бы ту же участь, что и Фэн Линь с пожилым мужчиной в серой мантии. Когда ограничивающая сила вокруг тела Хань Ли исчезла, он посмотрел на свою священную ось мантры и обнаружил, что 3 нити закона времени уже сгорели дотла. Он тут же снова бросился вперед, пытаясь схватить мир от Хваджу, но как раз в тот момент, когда его рука уже собиралась коснуться Тхваджи, внезапно вырвалась вспышка мощных пространственных колебаний. За мир от Хваджи и Лютни Вираты, без какого-либо предупреждения, внезапно появился пространственный разлом, который был гораздо более грозным, чем все остальные во дворце, в мгновение ока поглотив половину всего дворца. Мир от Хваджа и Лютни Вираты, одна за другой, упали в разлом, погрузившись в безграничную тьму. Хань Ли заглянул в огромный, всепоглощающий, пространственный разлом и мог лишь тихо вздохнуть. Он не хотел, чтобы такая могущественная пара сокровищ была уничтожена, но риск был просто слишком велик. Помня об этом, он отвел свою священную ось мантры и, заставив ее вращаться в обратную сторону, усилил свою скорость, чтобы как можно скорее убраться отсюда. Как раз в этот момент он краем глаза заметил, что Ши Чуанькун надел какой-то странный черно-серебряный доспех, и свет вокруг его тела на мгновение исказился, после чего он резко исчез с этого места. В следующее мгновение Хань Ли посмотрел в глубину бездонного пространственного разлома и увидел, что Ши Чуанькун снова появился рядом с Лютней Вираты, затем схватил лютню, после чего его тело снова начало становиться полупрозрачным. Он что, спятил? Хань Ли на мгновение удивился, но затем, больше не обращая внимания на Ши Чуанькуна, повернулся, чтобы вылететь из дворца. Бессмертный владыка Пылающее Пламя и остальные уже убегали из дворца, но серый скелет, напротив, бросился вглубь дворца, и, по пути к Ши Чуанькуну, он пролетел мимо Хань Ли. Сразу же после этого из костяного посоха в его руке вырвался сияющий серый свет, который быстро превратился в белую костяную косу длиной более 30 метров, выпустив гигантскую проекцию косы, которая устремилась к Ши Чуанькуну. Ши Чуанькун только что вышел из бездонного пространственного разлома, и его лицо было мертвенно-бледным, а доспехи, которые на нем были надеты, тоже стали совершенно тусклыми и безжизненными, как будто из них была высосана вся духовная ци. В своем нынешнем состоянии он никак не мог ни выдержать, ни уклониться от приближающейся атаки. На его лице появилось решительное выражение, когда из его ладони внезапно выступила острая белая кость, и из кости потекла ярко-красная кровь, которая мерцала серебряным светом. Он провел костью по лютне Вираты, а затем с силой перебрал пальцами по ее струнам, издав неописуемый, пронзительный звук. Тем временем Хань Ли уже собирался выпрыгнуть из ворот дворца, когда его накрыла вспышка невидимых звуковых волн, и он застыл на месте, как будто его схватила какая-то особая сила. Сразу же после этого он почувствовал, как за его спиной вырвалась вспышка невероятно грозных пространственных колебаний. К тому времени, как он обернулся, он уже не мог видеть ни Ши Чуанькуна, ни серого скелета. Все, что он видел, это то, что хаотичное пространство стало еще более разрушенным, и повсюду появились огромные черные или серые пространственные разломы и вихри, которые полностью разрывали весь дворец.
Хань Ли, увидев это, тут же сжался, и ему было уже поздно сжигать еще больше своих нитей закона времени. Внутри дворца находился огромный серый вихрь тумана размером более 300 метров, который быстро расширялся, словно всепоглощающая пасть, пожирая его. Он почувствовал себя так, будто попал в быстро вращающийся водоворот, и когда все вокруг него завертелось, он почувствовал, как будто все его тело разваливается на части, и даже его сознание начало постепенно исчезать. Спустя неопределенное количество времени Хань Ли почувствовал, как вспышка острой боли пронзила его сознание, и только тогда он пришел в себя. Он уперся ладонями в землю и с трудом сел, и обнаружил, что его ладони прижаты к какому-то невероятно сухому и мелкому порошку. Он, борясь с пульсирующей болью в теле, поднес руку к глазам, чтобы осмотреть ее, но обнаружил, что его зрение совершенно размыто, и он никак не мог сфокусировать свой взгляд на ладони. Он с досадой покачал головой, направив свою технику духовного очищения, и только спустя долгое время его зрение начало проясняться. Восстановив зрение, он смог увидеть, что на его руке слой серого порошка, и, стоило ему слегка потереть пальцами, как этот порошок начал слегка слипаться. Он, слегка нахмурившись, стряхнул пыль со своих рук, а затем обвел взглядом окрестности, обнаружив, что этот серый порошок простирается насколько хватало глаз во всех направлениях. Что это за место? Ему вспомнилось, как его ранее затянуло в пространственный вихрь, и он не знал, что и думать об этой ситуации. Небо наверху было очень темным и зловещим, и казалось, что наверху был слой невероятно плотных темных облаков. В результате между небом и горизонтом было не так уж много пространства, из-за чего казалось, что небо и земля разделены всего 300 метров. Глубоко в темных облаках Хань Ли смог едва разглядеть 3 тусклых шара желтого света, висящих высоко в небе, и они, по-видимому, были 3 солнцами. Низко висящее небо, серые и безжизненные цвета, а также неописуемые ощущения, витающие в окружающем воздухе, все это вызывало у него очень неприятные ощущения, и в его сердце возникло гнетущее чувство. Хань Ли потратил немного времени, чтобы взять себя в руки, а затем осмотрел свое внутреннее состояние и обнаружил, что у него нет никаких травм. Однако, затем его лицо слегка помрачнело, когда он обнаружил, что его связь с небом и землей, похоже, разорвана, и что его тело больше не могло поглощать ци происхождения мира. Может быть, его бессмертные акупунктурные точки запечатаны. Хань Ли поспешно закрыл глаза, чтобы провести более тщательный внутренний осмотр, и, немного погодя, он снова открыл глаза со смешанным выражением облегчения и беспокойства на лице. С его бессмертными акупунктурными точками все было в порядке, проблема была в том месте, где он сейчас находился. В этом месте не было ци происхождения мира. Вместо этого в окружающем воздухе были лишь струйки зловещей ци. Еще когда он впервые пришел в себя, он подумал, что эта зловещая ци в его собственном теле доставляет ему неприятности, но теперь он понял, что на самом деле это была окружающая среда. Немного подумав, Хань Ли взял желтую пилюлю, а затем медленно поднялся на ноги. В любом случае, нужно выяснить, что это за место. С этой мыслью он активировал свои адские дьявольские глаза, одновременно высвободив свое духовное чувство, чтобы осмотреть окрестности. Мгновение спустя на его лице появилось заинтересованное выражение, когда он посмотрел в определенном направлении. Из-за того, насколько низко висело небо, все, что он мог там видеть, это грозное пространство мутного серого цвета. Немного поколебавшись, Хань Ли поднялся с земли, прежде чем, полосой лазурного света, полететь в том направлении. Пролетев почти 10 километров, Хань Ли остановился в воздухе и смог разглядеть вдалеке полупрозрачную человекоподобную фигуру, которая, по-видимому, тонула в каком-то странном коричневом пространстве. Он слегка нахмурился, подлетев к этому месту, и, по мере того, как он приближался, человекоподобная фигура становилась все четче. Как оказалось, это был никто иной, как Ши Чуань-кун. В этот момент он, казалось, был без сознания. Его аура была невероятно слабой, а его духовное чувство практически полностью исчезло, и он тонул в темно-коричневом, пузырящемся болоте. Хань Ли оглядел болото и обнаружил, что зловещей ци в нем в несколько раз больше, чем в воздухе, и эта зловещая ци неистово вторгалась в тело Ши Чуань-куна, пока болото затягивало его все глубже. К счастью, на его поясе висел фиолетовый нефритовый духовный кулон, который, даже без какой-либо подпитки бессмертной духовной силой, все еще автоматически защищал своего владельца. В противном случае физическое тело Ши Чуань-куна, скорее всего, уже было бы полностью разрушено зловещей ци. Однако фиолетовый нефритовый кулон, в конечном итоге, был всего лишь неодушевленным предметом, и он не смог бы долго защищать его без подпитки духовной силой. В этот момент духовный свет, исходящий от его поверхности, уже стал очень слабым, и, похоже, он не сможет еще долго защищать Ши Чуань-куна. Как только у нефритового кулона закончится духовная сила, Ши Чуань-кун утонет в болоте и погибнет. Что касается Ши Чуань-куна, то Хань Ли не питал к нему никаких теплых чувств.
На самом деле, до этого момента он активно старался держаться от Ши Чуанькуна подальше, во-первых, потому, что не хотел, чтобы Ши Чуанькун узнал его истинную личность, а во-вторых, потому, что он чувствовал, что Ши Чуанькун скрывает слишком много секретов. Но он и не испытывал к Ши Чуанькуну никакой враждебности. Поэтому, немного поколебавшись, он решил взмахнуть рукавом, выпустив вспышку лазурного света, которая окутала тело Ши Чуанькуна, прежде чем попытаться вытащить его из болота. Однако, как только он это сделал, он тут же почувствовал, как вспышка мощной силы противодействует ему, пытаясь затянуть тело Ши Чуанькуна глубже в болото. Хань Ли был весьма удивлен этим, и он, с помощью своих адских дьявольских глаз, поспешно заглянул в болото под Ши Чуанькуном. Ранее его духовное чувство говорило ему, что здесь были лишь какие-то слабые колебания духовной силы и высокая плотность зловещей ци, но он не заметил никаких демонических зверей, прячущихся в болоте. Как только он, с помощью своих адских дьявольских глаз, заглянул в болото, на лице Хань Ли тут же появилось встревоженное выражение, и он, словно молния, взмыл в небо. Он только поднялся в воздух, как земля внизу начала сильно дрожать, и над коричневым болотом появился ряд огромных пузырей, которые начали быстро лопаться один за другим. Сразу же после этого Хань Ли увидел, как земля внизу разделилась почти на 100 областей, каждая из которых была более 30 метров в размере. Они были похожи на лепестки черного цветка лотоса, и они слоями поднимались, сходясь к центру. Если бы Хань Ли заранее не почувствовал, что что-то не так, то, скорее всего, уже был бы поглощен землей. Однако, несмотря на то, что ему удалось избежать того существа, которое пряталось в болоте, Ши Чуанькун оказался на грани того, чтобы быть полностью поглощенным болотом. Что это, черт возьми, такое? Хань Ли, нахмурившись, призвал зеленый бамбуковый меч облачного роя, а затем взмахнул им в воздухе, выпустив полосу невероятно острой лазурной ци меча. Полоса ци меча, окутанная дугами золотых молний, устремилась к странному болоту внизу, и после взрыва золотого света из глубины болота раздался грохот. Сразу же после этого болото тоже взорвалось, и Хань Ли, задействовав свою способность реверсивной священной оси, начал уклоняться из стороны в сторону, чтобы избежать ошметков болота, пока он спускался к Ши Чуанькуну, которого затем схватил за воротник, прежде чем броситься в бегство. Поднявшись в воздух более чем на 300 метров, Хань Ли внезапно почувствовал резкую боль в руке. Он посмотрел вниз и увидел, что на спине Ши Чуанькуна около дюжины тонких черных щупалец, и от этих щупалец отделились сотни черных нитей, тонких, как волосы, многие из которых уже успели добраться до его руки. Вместе с этой болезненной вспышкой в его тело начала стремительно проникать вспышка невероятно агрессивной и инвазивной зловещей ци через крошечные раны на его руке. Хань Ли, увидев это, плотно нахмурился, и по его велению на его плече появилась сущность огненного ворона, которая затем скользнула по его руке, прежде чем спуститься на эти тонкие черные нити. Как только она коснулась черных нитей, она тут же раскрыла рот, чтобы выпустить вспышку обжигающего серебряного пламени, которая по черным нитям потекла к черным щупальцам на спине Ши Чуанькуна. Когда щупальца загорелись, они издали едкий запах и тут же отделились от тела Ши Чуанькуна, прежде чем упасть в болото. «Сожги все!» — крикнул Хань Ли, и сущность огненного ворона тут же взлетела в воздух, а затем, расправив руки, превратилась в серебряного огненного ворона, который спикировал вниз. Серебряный огненный ворон с силой врезался в землю, и серебряное пламя тут же распространилось во всех направлениях, поглотив всю окружающую область в радиусе нескольких километров. Хань Ли оставался высоко в небе, наблюдая, как земля внизу сильно дрожит. В этот момент она начала постепенно разрушаться, и в конце концов остался только огромный кратер радиусом в несколько километров. Закончив свою работу, серебряный огненный ворон вернулся к Хань Ли, прежде чем, вернувшись к своей человекоподобной форме, приземлиться на его плечо. Однако, ее маленькое личико было немного сморщенным, и она, по-видимому, не была рада своей победе. «Тебе здесь не нравится, верно?» — спросил Хань Ли, повернувшись к серебряной фигурке. Миниатюрная серебряная фигурка поспешно кивнула в ответ. «Мне здесь тоже не нравится. Ты можешь вернуться, и мы тут же уйдем отсюда», — с улыбкой сказал Хань Ли, и серебряная фигурка во вспышке серебряного света мгновенно исчезла с его плеча. Хань Ли убрал свой зеленый бамбуковый меч облачного роя, а затем посмотрел вниз на Ши Чуанькуна, которого все еще держал за воротник. Только тогда он обнаружил, что на задней части его шеи был черный участок кожи, явно следствие заражения зловещей ци. Увидев это, он слегка нахмурился и полетел в определенном направлении. Во время всего полета адские дьявольские глаза Хань Ли оставались активны, и, немного погодя, он спустился в долину, которую посчитал относительно безопасной. Приземлившись, он перевернул тело Ши Чуанькуна, чтобы осмотреть его, и обнаружил, что в его теле уже накопилось много зловещей ци. Вдобавок ко всему, он, похоже, получил довольно тяжелые ранения еще в руинах секты истинной мантры, поэтому он никак не мог проснуться сам.
Возможно, в своем нынешнем состоянии он смог бы выжить, но если его не лечить, то, даже если его тело больше не проникнет зловещая ци, его физическое тело, безусловно, будет разрушено, и это положит конец его пути совершенствования. Будь что будет. Я уже спас его, так что могу довести дело до конца. Что касается того, сможет ли он полностью выздороветь, это уже будет зависеть от него. С этой мыслью Хань Ли перевернул руку, чтобы достать черную пилюлю размером с лонган, от которой исходил слегка острый аромат. Это была одна из пилюль подавления зла, которую он изготовил ранее. Эту пилюлю было довольно трудно изготовить, и она была очень эффективна в изгнании зловещей ци, но, к сожалению, не могла решить проблему Хань Ли. Следовательно, ее можно было использовать только для подавления обратной реакции от зловещей ци, и в этот момент у него оставалось всего 2 пилюли подавления зла, включая эту. Немного поколебавшись, Хань Ли засунул пилюлю в рот Ши Чуанькуна, а затем пропихнул ее по горлу Ши Чуанькуна, чтобы она попала в желудок. На лице Ши Чуанькуна тут же появилось болезненное выражение, и он, от боли, плотно нахмурив брови и издав приглушенный стон. Из раны на его спине раздался шипящий звук, и оттуда начали подниматься струйки черной зловещей ци. Хань Ли на мгновение посмотрел на состояние Ши Чуанькуна, а затем, отойдя, сел, скрестив ноги. Сначала он осмотрел раны на руке и, убедившись, что это всего лишь незначительные ранения, перевернул руку, чтобы достать камень бессмертного происхождения, с помощью которого он начал пополнять свои запасы бессмертной духовной силы. В этом месте было невозможно пополнить свою бессмертную духовную силу, поглощая ци происхождения мира, поэтому ему пока оставалось лишь полагаться на камни бессмертного происхождения. Время медленно шло, и вскоре небо потемнело, а зловещая ци, заключенная в окружающем сером тумане, тоже стала плотнее. Хань Ли медленно открыл глаза, прежде чем обвести взглядом окрестности, а затем перевернул руку, чтобы достать стопку пластин формации и флагов формации. Вскоре формация приняла форму, образовав золотой полусферический световой барьер, который окутал и Хань Ли, и Ши Чуанькуна. Хань Ли взглянул на Ши Чуанькуна и увидел, что тот все еще без сознания и не проявляет никаких признаков пробуждения. Однако болезненное выражение на его лице немного смягчилось, указывая на то, что ему стало немного лучше. Из раны на его спине все еще поднимались струйки черного дыма, которые затем распространялись по окружающему воздуху, и Хань Ли отвел взгляд, прежде чем посмотреть вверх, и обнаружил, что облака наверху под ночным небом стали еще темнее, что еще больше усилило гнетущую атмосферу в этом месте. В глубине темных облаков был ряд тускло светящихся шаров. Это было 6 лун. Друзья, эти главы, когда проваливаешься прямо в центр вражеского улья. Среди хаоса битвы всплывает давняя тайна. Цимодзи предал братьев по секте, открыв небесному двору парадную дверь. Но это лишь повод. Патриарх с властью над временем был обречен, двор просто ждал момента. Серые бессмертные врываются в зал за лютни и невераты, ключом к порталу вторжения. Ши Чуанькун пытается ее перехватить, и срабатывает древняя защита. Время замирает, пространство рвется черными разломами. Хань Ли парализован и сжигает собственные нити закона времени, жертвуя фундаментом культивации ради единственной спасительной доли секунды на рывок. Шторм выбрасывает их в чужое измерение. Низкое небо, 3 тусклых солнца, воздух пропитан зловещей ци. Она не просто блокирует восстановление, разъедает меридианы изнутри. Ши Чуанькун в коме, последние пилюли уходят на то, чтобы его тело просто не растворилось. Ресурсы на исходе, путь назад неизвестен. И главная тревожная мысль, если здесь существует целая экосистема на зловещей ци, не является ли это измерение родиной самих серых бессмертных? Хань Ли мог десантироваться прямо в их улей. Готовлю продолжение.